Тайфун Яги свирепствует в Индии и Китае, Греция охвачена беспощадными лесными пожарами, а в Мексике – разрушительное наводнение. Но это лишь вершина айсберга. Все самое важное за последние сутки прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Переносимся сразу в Южную Азию, где тайфун Яги усилил муссонные дожди в Северной Индии, вызвав резкий подъем уровня воды в реке Ганг. По данным местных властей, в районе деревни Бхатория, расположенной в округе Балакхат, в штате Утар-Прадеш, уровень воды поднялся настолько, что дома оказались затоплены по крышу. Наводнение началось в ночь с 12 на 13 августа, когда за несколько часов выпало более 200 мм осадков, что превысило месячную норму для региона. Деревня Бхатория, население которой составляет около 10 тысяч человек, оказалась полностью отрезанной от внешнего мира. Затоплены не только дома, но и сельскохозяйственные угодья, дороги и мосты. Жители, успевшие покинуть свои дома, сообщают о полной потере имущества. Мощный сель, вызванный сильными муссонными дождями, обрушился на деревню Чишоли в округе Киштвар в индийском штате Джамму и Кашмир, примерно в 290 километров к юго-востоку от Сринагара. По данным местных властей, обильные дожди привели к оползням и стремительным потокам грязи, которые снесли дома, дороги и инфраструктуру. Деревня Чишоли с населением около 336 человек была практически уничтожена. Сель был настолько мощным, что некоторые дома полностью погребены под грязью и камнями, а другие смыты потоками воды. По предварительным данным, 57 человек погибли, 24 получили тяжелые травмы. Многие жители остаются пропавшими, это вызывает опасения, что число жертв может возрасти. Сель также затронул соседние деревни, такие как Палали и Лигри, в окрестностях разрушены дороги и снесены мосты. Уничтожены сельскохозяйственные угодья, домашний скот и запасы продовольствия. Армия Индии и местные спасательные службы развернули масштабную операцию в Чишоле. Для доставки гуманитарной помощи и эвакуации пострадавших используются вертолеты. Правительство штата Джамму и Кашмир объявило чрезвычайное положение в округе Киштвар. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал полную поддержку пострадавшим. Власти направили команды медиков, а также продовольствие и палатки для временных убежищ. В штате Химачал-Прадеш катастрофический паводок смыл мосты, перекрыл 325 горных дорог и нанес значительный ущерб инфраструктуре, несколько деревень отрезано от внешнего мира. По данным СМИ, с начала сезона муссонов в Химачал-Прадеше погибло уже не менее 192 человек. Еще один селевой поток, спровоцированный сильными муссонными дождями, обрушился на деревню Намгуру в районе Каргил на союзной территории Ладакх. По данным Метеорологического управления Индии, за сутки в регионе выпало около 15-20 мм осадков. Сель, состоящий из грязи, камней и воды, смыл несколько домов, разрушил сельскохозяйственные угодья и перекрыл местные дороги. Намгуру, небольшая деревня с населением около 300-400 человек, оказалась частично отрезанной от внешнего мира. Сообщается о значительных разрушениях, затоплении полей и повреждении ирригационных каналов. Точных данных о жертвах или пострадавших нет, но местные жители сообщают о пропаже нескольких человек. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Сильная гроза, сопровождаемая ливнем и градом, обрушилась вчера на Оренбург. По данным местных метеорологических служб, Оренбург оказался под влиянием мощного грозового фронта, принесшего обильные осадки и град размером с горошину.
За несколько часов выпало до 20 мм осадков, что привело к стремительному подъему воды на улицах, особенно в низинах. Центральные улицы, такие как Советская и Чкалова, а также районы вблизи реки Урал, оказались затоплены. Подтопления затронули парковки, подземные переходы и некоторые жилые дома. В районе Степного и на улице Дангусской вода проникла в подвальные помещения. На дорогах возникли заторы, в некоторых районах отмечались временные отключения электроэнергии. Спасатели и коммунальные бригады приступили к откачке воды из наиболее пострадавших зон, а также помогали жителям, чьи дома оказались под угрозой затопления. Сильный ливень в сопровождении грозы и града накрыл вчера также Казань, вызвав масштабные подтопления. Улицы города превратились в реки, а движение на ключевых магистралях было полностью парализовано. По данным Гидромедцентра Татарстана, за короткий промежуток времени в Казани выпало до 20 мм осадков. Сильнее всего пострадали проспект Победы, улица Рихарда Зорги и Оренбургский тракт. Подтопления затронули подземные переходы, парковки и низины. В районе метро Горки и на улице Фучика вода залила тротуары, а град местами образовал даже сугробы. Сообщалось о перебоях с общественным транспортом и пробках, достигавших 8-9 баллов. МЧС Татарстана и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании United Parcel Service, выполнявший рейс из Гонконга в Тайбэй, совершил сложную посадку в международном аэропорту Тайвань-Таоюань. Из-за сильного ветра, вызванного тайфуном Яги, экипаж дважды выполнял уход на второй круг после неудачных попыток посадки. На третьей попытке самолет все же приземлился. Экипаж заходил на посадку под углом около 50 градусов, чтобы компенсировать сильный боковой ветер. В момент выравнивания самолета с полосой правая консоль крыла опустилась слишком низко, и капот двигателя номер 4 задел поверхность взлетно-посадочной полосы, вызвав искры и отделение части обшивки. Самолет благополучно остановился, однако получил видимые повреждения. Борт отстранен от полетов до тщательного технического осмотра, который определит характер и серьезность повреждений. Тайвань начинает приходить в себя после удара тайфуна Яги, который ударил по юго-восточному побережью острова, принеся ливни, штормовой ветер скоростью до 155 км в час и значительные разрушения. По меньшей мере 33 человека пострадали, один числится пропавшим, около 130 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения. Власти эвакуировали тысячи жителей, но угроза наводнений и оползней сохраняется. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило наивысший уровень опасности для южных и восточных регионов. Спасательные службы работают над расчисткой завалов и восстановлением инфраструктуры. Правительство Тайваня выделило средства на помощь пострадавшим и восстановление поврежденных объектов. После прохождения через Тайвань и акваторию Южно-Китайского моря, ослабев до уровня тропического шторма, циклон Яги обрушился на юг Китая, вызвав сильнейшие ливни и наводнения в провинции Гуандун. В Фошане, крупном промышленном центре провинции, за 3 часа выпало 250 мм осадков, что эквивалентно месячной норме для региона. Ливни вызвали подтопление улиц, жилых районов и коммерческих объектов. Наводнения также затронули соседние города, включая Гуанчжоу и Чжухай. В Фошане были закрыты школы и суды, местные власти временно приостановили движение общественного транспорта. Шторм Яги привел к масштабному наводнению и в Макао. За несколько часов в городе выпало до 200 мм осадков, что вызвало стремительное подтопление низменных районов. Улицы превратились в реки, вода проникла в магазины и жилые здания, особенно в районах полуострова Макао и Тайпе. Наводнение практически парализовало движение в городе,
общественный транспорт отменил целый ряд маршрутов, под воду ушли парковки и остановки. В отдельных районах наблюдаются проблемы с электроснабжением. Служба гражданской защиты и пожарная бригада работают над откачкой воды и оказанием помощи жителям. Власти призывают граждан избегать затопленных зон и воздержаться от поездок. Лесные пожары, бушующие в Греции, резко усилились из-за сильных ветров и аномальной жары, достигнув окрестностей города Патры в Западной Греции. В районе Врахники, расположенного к юго-западу от Патр, пламя окружило дома у побережья, создав так называемое «кольцо огня». Жители эвакуировались на лодках, спасаясь от наступающего пламени. Пожары уничтожили оливковые рощи, леса и угрожают жилым зонам, а также нарушили железнодорожное сообщение в регионе. Эвакуация была объявлена для десятков тысяч человек в Западной Греции, Аттике и на острове Эвбея. В районах Арои, Диаку, Геракамея и Лихохора близ Патр власти издали приказ об немедленной эвакуации, направив жителей в сторону города. В тушении пожаров в районе Патр задействованы сотни пожарных, а также авиация, 12 самолетов и 12 вертолетов пытаются сдержать пламя. В Греции в этом году число пожарных увеличено до рекордных 18 тысяч, а на противопожарное оборудование потрачены сотни миллионов евро, но сильные ветры и сухая растительность осложняют борьбу. В районе Врахники огонь распространяется по холмам, подпитываемый оливковыми рощами и густыми лесами, что делает тушение особенно сложным. Сильнейшие ливни, обрушившиеся на Мехико и его северный пригород Экатепек-де-Морелос, вызвали катастрофическое наводнение, особенно сильно пострадал район Тульпетлак. За короткое время выпало значительное количество осадков, что привело к стремительному паводку. Улицы превратились в бурлящие потоки, смывавшие автомобили, мотоциклы и даже уличные конструкции. Подтопления затронули также районы Халосток и Виа-Морелос, вызвав перебои в работе общественного транспорта. Сообщается о затопленных домах и перебоях с электроснабжением. Секретариат комплексного управления водными ресурсами Мехико и местные службы гражданской защиты направили команды для ликвидации последствий. В Экатепеке полиция и спасатели работают над эвакуацией людей и расчисткой завалов. Власти призвали жителей избегать затопленных зон и использовать альтернативные маршруты. В свою очередь, метеорологическая служба Мексики предупреждает, что в ближайшие дни дожди продолжатся. Вулкан Этна, один из самых активных вулканов Европы, расположенный на восточном побережье Сицилии, начал новое извержение. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение началось с открытия нового жерла на высоте около 2980 метров на южном склоне Этны, вблизи участка, где в феврале 2025 года уже фиксировалась активность. Лавовый поток движется на юго-запад в ненаселенные районы, что пока исключает непосредственную угрозу для населенных пунктов, таких как Катания. Извержение характеризуется как стромболианское, с периодическими выбросами лавы и пепла. Пепловый шлейф поднялся на высоту до 4-5 километров, что привело к введению оранжевого уровня авиационной опасности для аэропорта Катания, хотя значительных перебоев в авиасообщении пока не было зафиксировано. Итальянские власти и вулканологи внимательно отслеживают ситуацию. Служба гражданской защиты региона Сицилия предупредила жителей и туристов о необходимости избегать зон вблизи активных жерл вулкана. Аэропорт Катания работает в штатном режиме, но возможны ограничения в случае усиления пепловых выбросов. В австралийском штате Виктория продолжаются поиски метеорита, упавшего в прошедшее воскресенье и массово наблюдавшегося жителями штата, а также зафиксированного множеством видеокамер. Эксперты утверждают, что фрагменты метеорита могут быть обнаружены в центральной части штата. Люди массово обмениваются на форумах советами, как отличить фрагмент метеорита от обычного камня. Ученые, в свою очередь, изучают записи с камер,
пытаясь установить точную траекторию объекта, а также обращаются с просьбами передавать найденные обломки в Мельбурнский музей. Пока, впрочем, ни одного фрагмента не найдено, и на этом фоне все громче звучат голоса скептиков, утверждающих, что метеорит полностью сгорел в атмосфере. Так ли это, и достанется ли Мельбурнскому музею в итоге хоть что-то, пока сказать трудно. Стоимость грамма метеоритного вещества довольно высока, и это позволяет оценить шансы музея скептически, разве что до места падения действительно первыми доберутся ученые. Утром 14 августа вулкан Ключевской, расположенный на полуострове Камчатка, выбросил столб пепла на высоту 6 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 102 километра на восток, вызвав оранжевый код авиационной опасности из-за угрозы для местных авиаперевозок. По прогнозам, пепловый шлейф сегодня достигнет Командорских островов и острова Медный, а еще через сутки – южные оконечности Алеутской гряды. Однако даже при худшем сценарии шлейф в нижней стратосфере пройдет в 750 километрах юго-западнее Анкориджа на Аляске, минимизируя угрозу для этого региона. Вулкан, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, на правом берегу реки Камчатка, остается одним из самых активных на полуострове. На комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга прилетели серые цапли, и это признак приближения осени. Птиц заметили на мелководье вблизи дамбы Д-3. Эти грациозные птицы прилетают сюда в преддверии осени, чтобы перед дальним перелетом на юг подкрепиться и набраться сил. Плавни Финского залива – мелководная зона, которая стала для них удобным и безопасным местом временной стоянки. Вместе с цаплями на мелководье можно увидеть уток, лысух, галстучников, песочников и других перелетных птиц. Они гнездятся на дамбах или задерживаются здесь на несколько недель для того, чтобы отдохнуть и продолжить путь. Орнитологи отмечают, что благодаря особым условиям, сложившимся вблизи комплекса, таких пернатых гостей здесь появляется все больше из года в год. В настоящее время вблизи комплекса защитных сооружений замечено 47 видов пернатых, из них 21 вид обустраивает здесь постоянные гнезда. Мир продолжает меняться каждый день, и мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо, что были с нами. Поддержите выпуск подпиской, и увидимся уже завтра.